Привет! Это теоретический блог о том, какое оборудование нужно для того, чтобы снимать стоп-моушен. Этот блог будет состоять из серии небольших видео, в которых я буду говорить про то или иное оборудование. Я расскажу про камеры, про объективы, про штативы, свет, столы, провода, какая программа нужна, какой компьютер и материалы и различные дополнительные вещи. Так что поехали! В этом видео я расскажу о том, какие нужны камеры для съемки стоп-моушена. Сначала расскажу, что у меня, на что снимаю я. Я снимаю на камеру Canon EOS 800D. Это полупрофессиональная камера, зеркальная, с кропнутой матрицей. Достаточно хорошая, делает фотографии хорошего разрешения, размера. На этой камере у меня стоит объектив Nikon, универсальный объектив с зумом 18-105 мм, с ручным фокусом. И я ставлю на камеру Canon объектив Nikon с помощью специального переходника. Для чего это делается? В стоп-моушене есть такое понятие, как фликеринг, мерцание. Часто можно заметить при просмотре стоп-моушен анимации такое вот мерцание света, такое вот моргание. И это такая неприятная проблема. Она встречается в основном либо когда моргает свет, либо когда камера на автоматике. Камера как-то автоматически подстраивает экспозицию, фокус, что-то еще, и следующий кадр получается неравномерным. А для стоп-моушена очень важно, чтобы следующий кадр был идеально такой же по освещенности, как предыдущий. И как этого добиться? Конечно, можно вот этот фликеринг убрать программно с помощью специальных плагинов, но лучше его избегать на начальном этапе, и поэтому нужна вот такая конструкция: камера Canon, объектив Nikon через переходник. И такая конструкция убирает вот эту всю автоматику, и все здесь на ручных настройках. Как ставить объектив Nikon на камеру Canon с помощью переходника? Сейчас я вам покажу, как это все выглядит. Снимаем наш объектив аккуратненько. Так. И вот здесь вот это вот кольцо, это переходник. Здесь есть такой небольшой рычажок. Его зажимаем и прокручиваем. Вот сам переходник, вот кольцо, вот байонет на Canon. И вот этот рычажок, он регулирует нашу диафрагму, открытие-закрытие диафрагмы, насколько широко она открыта. Вот сейчас можно будет посмотреть, как это все выглядит даже. До щелчка снимаем. И смотрите, я двигаю рычажок, и диафрагма наша открывается и закрывается. И это полностью ручная настройка. Если выставляете такую настройку, то следующий кадр 100% будет такой же по освещенности, и вернется, диафрагма вернется вот в то же самое положение, что мы выставили вручную. Ставим назад на камеру. До щелчка. Все, поставили, стоит все. И здесь еще есть ручной фокус и вот наш зум. Так что нет ничего страшного, не бойтесь. Вся система работает как часики, и фликеринг вам грозить не будет.
Такой вариант нужен, когда вы уже берете какие-то коммерческие заказы, занимаетесь профессиональной съемкой, но на этапе обучения подойдет обычная камера, обычный родной объектив. Если у вас камера Canon, объектив Canon, то все в порядке. Осталось только зайти на сайт dragonframe.com и проверить соответствие вашей камеры программе DragonFrame. На сайте есть список камер, там очень много моделей камер, которые поддерживает DragonFrame. Это нужно проверить. Далее, если у вас нету камеры и объектива, то здесь есть три варианта. Во-первых, можно на время обучения попросить камеру у друзей. Сейчас у всех есть друзья-фотографы, я уверена, 100%. Можно попросить у них просто на недельку, на две попользоваться, попробовать поуправляться с этим оборудованием и попробовать снимать стоп-моушен. Далее всегда можно взять оборудование на прокат. В каждом городе есть конторы по прокату видео и съемочного оборудования. Вот в Минске есть, допустим, Photo Pro Buy. Мы у них как раз взяли оборудование для съемок этого онлайн-курса. Там работают хорошие ребята, все объяснили, все показали, порекомендовали какое-то оборудование и даже сделали скидку. Так что, если вы находитесь в Минске, заходите в Photo Pro Buy и по промокоду Книг.Кни Студия вам сделают скидочку. И третий вариант – это покупка. Но здесь тоже я скажу, что не стремитесь покупать профессиональное оборудование. Вы только на этапе обучения, освоения стоп-моушена возьмите что-то бюджетное, полупрофессиональное. Даже можно купить не новую технику, а уже подержанную. У меня есть, к примеру, подержанный объектив, и он ни разу меня не подвел. Я его купила с рук, он был чистый, не битый, и до сих пор он выдает классные вещи. Не стремитесь снимать на профессиональное оборудование, когда вы учитесь, потому что нужно учиться с какими-то ограничениями. Только тогда, когда вы сможете на какой-то простой технике выдавать классный результат, то с профессиональной техникой вы будете просто гуру в анимации. Так что, и еще скажу, что ни один клиент никогда мне не сказал, что типа у вас тут в каком-то правом, левом, верхнем углу есть какие-то хроматические аберрации, какие-то шумы, какое-то что-то. Нет, никто такого не говорил. Это анимация, это видео, это не фотографии, это не статика. На фотографии можно заметить какие-то погрешности, да, увеличить, там, рассмотреть. На видео никто этого делать не будет. И на видео смотрит на технику анимации, на ваш профессионализм. Так что я рассказала вам про камеры, про эти все нюансы. Обязательно зайдите на по ссылке на dragonframe.com. Ссылка будет внизу видео. И если у вас остались вопросы, спрашивайте. Я постараюсь ответить. И до встречи в следующем видео.